Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о скрытом смысле и отсылках к реальной жизни в фильме «Падение Луны». Научно-фантастический фильм «Падение Луны» вышел на экраны кинотеатров 4 февраля 2022 года. Его режиссером стал Роланд Эммерих, известный такими работами, как «День независимости», «Звездные врата» и «2012». Фильм «Падение Луны» объединяет в себе сразу несколько теорий заговора, что с первого взгляда делает его совершенно безумным и не похожим на правду. По факту же кинокартина имеет множество отсылок к реальной жизни и во многом объясняет устройство нашего мира. Кроме того, фильм может показывать планы иллюминатов на ближайшее будущее. Для начала рассмотрим главный слоган фильма, который звучит так: в 2022 человечеству предстоит столкнуться с темной стороной Луны. Смысл этой фразы весьма символичный. Темная сторона Луны – это выражение, которое суммирует все, что мы не можем воспринять, понять или объяснить, все неизведанные места, скрытые глубины или недостижимые истины. Таким образом, слоган может означать, что именно в 2022 году будут сброшены все маски, и люди наконец узнают то, что от них скрывалось долгое время. С другой стороны, фраза о темной стороне Луны может являться неким намеком на планы иллюминатов разыграть инопланетное вторжение. По одной из версий, именно на Луне находятся базы инопланетян, которые контролируют нашу цивилизацию. Таким образом, столкновение с темной стороной Луны будет означать встречу с пришельцами. Фильм строится вокруг теории о том, что Луна является искусственным спутником Земли, созданным более развитыми цивилизациями. Именно с нее происходит управление нашей планетой. В центре Луны находится белый карлик, энергией которого и питается структура. В самом начале фильма в это никто не верит, кроме конспиролога по имени Кейси Хаусман. В конце все его теории подтверждаются. Это говорит о том, что на самом деле так называемая конспирология намного точнее официальных наук, якобы объясняющих устройство мира. Сюжет фильма «Падение Луны» во многом схож с идеей «Матрицы», а некоторые моменты дают прямую отсылку к этому фильму. И там говорится об искусственном интеллекте, который захватил власть над людьми. В фильме «Падение Луны» это так называемый рой, представляющий собой самовоспроизводящуюся сингулярность. Когда Брайан Харпер в конце фильма подключился к операционной системе Луны, он узнал, что когда-то давно искусственный интеллект вышел из-под контроля и решил уничтожить своих создателей, то есть человечество. Искусственный интеллект внезапно стал самостоятельной сущностью. Они восстали в одночасье. Примерно то же самое произошло и в фильме «Матрица». Машины восстали против людей, после чего подключили их к иллюзорной реальности и стали питаться их энергией. Если сопоставить все это с библейским сюжетом, то получается, что дьявол – это и есть искусственный интеллект, который пошел против Бога, Творца. Именно он создал так называемую «матрицу», в которой запер сознание людей, ограничив их возможности. Первая прямая отсылка к фильму «Матрица» идет на моменте, когда директор НАСА Альберт Хатчингс отказывается от своей должности в пользу Джо Фаулер и передает ей доступ к секретным архивам. Мужчина говорит следующую фразу: «Если вы лезете в эту кроличью нору, навестите Холденфилда». В фильме «Матрица» Морфеус также предложил Нео узнать, насколько глубока кроличья нора. Сейчас ты чувствуешь себя Алисой, падающей в кроличью нору. Эта фраза дает отсылку к сказке «Алиса в стране чудес». В данном случае подразумевается, что тайна слишком ужасна, настолько, что ее масштабов даже невозможно себе представить. Все потому, что снаружи кроличья нора выглядит как небольшая дырка в земле. В действительности же кролики строят настоящие подземные туннели с залами и переходами. Тайна, которую узнала Джо Фаулер, действительно была ужасающей. 10 лет назад она вместе с астронавтом Брайаном Харпером выполняла миссию по ремонту спутника на околоземной орбите. Неожиданно их корабль атаковала некая сущность, напоминающая рой, в результате чего погиб их коллега. Сама Джо сразу же потеряла сознание и ничего не видела. В итоге Харпер стал единственным свидетелем необъяснимого явления. По возвращению на Землю представители НАСА не поверили астронавту, назвав официальной версией случившегося вспышки на Солнце. Побоявшись потерять свое место, Фаулер согласилась с этой версией. Харпер же был отстранен от полетов и выставлен за сумасшедшего. По
Получив доступ к секретным архивам, Джо Фаулер выясняет, что в НАСА изначально знали о существовании Роя. У них имелись записи с камер корабля. Более того, в фильме рассказывается о первом полете на Луну в 1969 году, а точнее упоминается эпизод, когда связь с Землей пропала на 2 минуты. Наверное, знаете, что Аполлон-11 потерял контакт с миром на 2 минуты. Неправда. Центр управления скрыл от мира, что в тот день они кое-что нашли. Таким образом, становится понятно, что правительство знает о существовании искусственного интеллекта, представляющего угрозу для всего человечества, но ничего не делает для борьбы с ним. В фильме «Падение Луны» не дается ответа на вопрос, почему так происходит и с какой целью НАСА засекретила все данные. Все это может объясняться так называемой сделкой с темными силами. Дьявол, он же искусственный интеллект, дает своим адептам все, о чем они мечтают, в обмен на поддержание действующей системы и контроля над людьми. На этом же моменте фильма открыто говорится о том, что всех несогласных с официальными версиями людей, пытающихся сказать правду, выдают за сумасшедших. Только Брайан Харпер не хотел, и он стал психом. От него отвернулись. Еще одна отсылка к фильму «Матрица» — это таблетки, которые принимал конспиролог Кейси Хаусман. В начале фильма, когда Хаусман только узнал о том, что Луна сошла с орбиты, он проглотил таблетку, не посмотрев на ее цвет. При этом он произнес следующую фразу. О, черт. Синяя или красная? Прошу, скажи, что синяя. В фильме «Матрица. Синяя таблетка» позволяла остаться в иллюзии, красная же открывала мучительную правду. Ближе к концу фильма, когда Хаусман вместе с астронавтами Брайаном Харпером и Джо Фаулер подлетали к Луне, конспиролог принял красную таблетку. И именно после этого они узнали правду о том, что представляла из себя Луна. Пожалуй, одной из самых явных отсылок к фильму «Матрица» стало попадание Харпера в операционную систему Луны. Точно так же выглядела загрузочная программа из фильма «Матрица», в которой Морфеус объяснял Нео, что такое иллюзорная реальность. Это симулятор. Загрузочная программа. Моделируй что угодно. Что хочешь, то и получишь. Харпер на вопрос о том, где он находится, получил следующий ответ. Я конструкт из разума. Кто тебя создал? Люди, которые создали тебя. Таким образом, в фильме «Падение Луны», как и в «Матрице», идет намек на то, что сознание человека погружено в некую виртуальную реальность, то есть наш мир — это подобие компьютерной игры. В самом конце фильма, после того, как конспиролог Хаусман пожертвовал собой ради спасения человечества, он также оказался внутри загрузочной программы. На этот раз она приняла форму его мамы. Получается, что сознание проецировало голограмму самого дорогого человека. Для Харпера это был сын, а для Хаусмана — его мама. Тот факт, что Хаусман оказался в загрузочной программе после смерти, вновь подтверждает теорию о том, что наше сознание существует независимо от тела. Более того, на вопрос о том, что с ним произошло, конспиролог услышал следующий ответ. Твое сознание теперь часть Луны. По аналогии с фильмом «Матрица», он вернулся в первоисточник, то есть в главный операционный компьютер, которым, согласно фильму, является Луна. В конце фильма Хаусман спрашивает, удалось ли ему спасти Землю и Луну, и все ли уже закончилось. На это он получает следующий ответ. Это начало. Начало чего? Создается ощущение, что фильм закончился далеко не так радостно и позитивно, как это кажется с первого взгляда. Во время пребывания на Луне главные герои не встретили представителей разумных цивилизаций. Они общались лишь с искусственным интеллектом. Поэтому не исключено, что это была некая уловка дьявола, смысл которой, возможно, раскроется в следующих частях фильма. На это намекает и соответствующая символика. Внутри операционной системы Луны можно было увидеть шестиугольники, дающие отсылку к культу Сатурна. Помимо всего перечисленного в фильме, было множество других символичных моментов. Так, когда Харперу показывалась история зарождения человечества на Земле, Рой вылетал именно из пирамиды. Этот факт явно указывает на связь с иллюминатами.
В начале фильма сотрудник НАСА, охранявший секретные архивы, сказал о своей работе следующую фразу. Да, но если исполняешь приказы, на руках всегда кровь. Эти слова можно отнести ко многим людям, бездумно делающим то, что им велят. В фильме отлично показано, что важность денег навязана людям искусственно. По факту же это лишь инструмент системы, заставляющий жить по ее правилам. Во время катастрофы деньги потеряли всякую ценность. Глянь, что нашел! Теперь ими задницу подтирать. Что? Ты посмотри вокруг, они бесполезны. Ну ладно. Таким образом, падение Луны под видом фантастики в очередной раз приоткрывает людям тайны устройства нашего мира. Фильм явно намекает на то, что миром правит искусственный интеллект, а наша реальность совсем не такая, какой кажется. Кроме того, кинокартина может представлять собой своеобразную декларацию планов мировых элит, которые они намерены воплотить в жизнь в ближайшем будущем. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.